Здравствуйте! Это Лавка Сороки и я, Татьяна Паламарь. Скажите, вы часто слышали такое словосочетание, как раухтопаз? Обычно это такой прозрачный камень, такого дымчатого красивого цвета, и еще почему-то его называют дымчатый кварц. Так топаз или кварц? Дымчатый или все-таки раух? Чем они вообще отличаются и откуда такая вообще путаница произошла? И, кстати, это касается не только дымчатого кварца, такая же путаница есть с многими кристаллами, камнями, и нам сейчас поможет вот эта книга. Она очень классная, это Вальтер Шуман, это прям классика, и у него есть целая таблица, которая так и называется «Неверные и вводящие в заблуждение названия». Одна колонка неверное название, а вторая правильное. Это достаточно большая таблица. И сегодня мы будем разбираться только с одним пунктом. Как правильно, раухтопаз или дымчатый кварц? Для начала разберемся с группой кварца. Это очень большая группа, куда входят и кошачий глаз, и горный хрусталь, и цитрин, и соколиный глаз. Она действительно очень обширная. И у этой группы есть какие-то свои свойства. Например, у нее твердость по шкале Mohs 7, а плотность 2,65. У нее определенный свой химический состав. А нас интересует, допустим, только один камень, это дымчатый кварц. Вот он такого цвета, может быть совсем полупрозрачного, может быть совсем темного, такого вот прям насыщенного, и такие камни называют морион. Можно получить такой камень путем нагревания, это некоторое облагораживание, а бывают и в природе самые разные оттенки дыма в этих камнях. Также есть еще некоторые физические, химические показатели, по которым можно отличить один камень от другого. Например, светопреломление. Это такой показатель, который считается самый высокий, он там у бриллиантов или там у фианитов, как ни странно. А вот, допустим, у дымчатого кварца это 1,54, 1,55. И здесь на самом деле очень важны вот эти сотые и десятые. Это свойство показывает нам, насколько хорошо преломляется, насколько хорошо играет камень. На это влияет очень там включение какие-то, равномерность, неравномерность окраски. Потому что когда включений много, они мешают свету проходить, и таким образом он плохо преломляется, и нам такие камни не очень нравятся. Также еще один показатель, то, что называется диагностический признак, это флуоресценция. Обычно смотрят длинную волну и короткую волну флуоресценции, вот как себя в этих волнах ведет камень. То есть он может быть инертным, то есть он вообще ничего не показывает, он никак не меняется, он просто темный-темный. Так ведет себя кварц. А другие камни, например, могут там в короткой волне там становиться там ярко-зелеными, там, а в длинной ярко-розовыми. И это тоже важный для нас диагностический признак кварца. Он в таком свете флуоресцентном вообще никак не светится, он инертен. Группа топазов тоже очень интересная. Они бывают разных цветов, голубые, небесно-голубые, оранжевые, желтые, всякие самые разные. И это тоже прозрачный камень, который хорошо преломляет свет. И вот это вот лучепреломление, светопреломление у него выше. И значительно выше. Это 1,6 и 1,64. Напомню, у кварца это 1,54, 1,55. И это заметно. Также у топаза выше плотность. Его плотность 8, а у кварца всего 7. Конечно, у него совсем другая формула, у него совсем другой химический состав, чем у кварца. Также
то, что я рассказывала про флуоресценцию, для кварца он становится совсем инертный, он никак не реагирует, в то время как топаз может быть там слабо светиться некоторыми цветами, там оранжево-желтым каким-то. Почему для нас это важно? Потому что всякие эти признаки помогают гемологу определить, что за камень. Раньше топазом называли любые камни каких-то желтых оттенков, ну потому что не было там ни приборов, ни знаний, чтобы определить там достоверно, какой камень есть там кварц, какой топаз, то есть у людей не было таких возможностей. Сейчас они у нас есть. И самое интересное, что некоторые камни более редкие, некоторые гораздо чаще встречаются. И топаз относится к более редким. Это что значит? Что он будет более дорогим. То есть, когда мы говорим на какой-то камень, что это раух-топаз, то, во-первых, мы утверждаем, что топазы бывают дымчатыми, то есть раух с немецкого переводится как дым, что уже неверно, они дымчатыми не бывают. И также мы утверждаем, что этот камень – это топаз, что он достаточно дорогой. То есть вы уже понимаете, да, что уже речь не просто о каких-то там вот, это плеохроизм, это преломление, речь идет о конкретных суммах за карат. Я специально смотрела в украинских магазинах и сравнивала цены. И, допустим, цена у нас в Украине может отличаться сейчас я даже уточню, прям вот, чтобы цифры привести, она может отличаться где-то в 5-6 раз. Вот, на одном из украинских сайтов я нашла дымчатый кварц 12 карат прямоугольной огранки, красивого, такого приятного цвета. Было написано без облагораживаний, без вмешательств, и он стоил 1100 гривен. На этом же сайте топаз тоже было написано без облагораживаний, без вмешательств, овальной огранки, тоже 12 карат, стоил 6450 гривен. Ну, разница есть, 1100 и 6,5, согласитесь. На других сайтах, допустим, на сайте индийском я находила чуть другую разницу, но она была где-то вдвое-втрое, да, что кварц обычно вдвое-втрое дешевле, чем аналогичный топаз. Поэтому, когда продавец утверждает, что это топаз, он таким образом говорит, что это дорогой, драгоценный камень. И если он таким образом называет кварц, то он просто вводит вас в заблуждение. Ну, не хочется говорить, но по сути он вас обманывает. А покупатель все-таки имеет право знать всю правду о том, что он приобретает. Поэтому говорить дымчатый кварц будет правильно, а раух-топаз совсем-совсем неправильно. Таким образом, что мы имеем? Мы имеем группу топазов и группу кварцев. Группа кварцев более дешевая, группа топазов более дорогая. К слову, еще есть такой камень, как цитрин, и он относится к группе кварцев, и очень часто его прогревают, облагораживают, доводя до очень такого красивого оранжевого цвета, и называют это топаз империал. Снова-таки, то есть более дешевый камень выдают за более дорогой. В то время продавцы, которые более такие добросовестные, они пытаются отделиться, и они пишут благородный топаз, чтобы дать человеку понять, что это настоящий топаз, чтобы отделиться от тех, кто цитрины и дымчатые кварцы, более дешевые камни, называют топазом. Такие ситуации происходят еще с многими камнями, как мы помним по этой книге. Допустим, очень часто авантюриновое стекло выдают за авантюрин, хотя это очень разные вещи. Возможно, тоже стоило об этом снять видео. Но на этом будем заканчивать. Спасибо большое, что вы смотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и рассказывайте, какие, возможно, у вас были курьезы с настоящими, ненастоящими камнями. До новых встреч!